Ага, как же чудо. Я вот только что загуглил. Оказывается, такие чудеса периодически случаются в этой местности. Иногда происходит обрушение берегов, и это временно перекрывает реку. И так что в данном случае Бог тут ни при чем, всего лишь природные явления, случайность. А почему ты решил, что Бог не может использовать явления природы, которые сам же и сотворил? Ну... Использовал ли Бог явления природы или нет, мы можем только догадываться. Но для израильского народа это было явное чудо. Во-первых, известняковые скалы обрушились в нескольких километрах выше по течению, а не ниже. Во-вторых, этот оползень мог произойти когда угодно, но все случилось именно в тот момент, когда священники вошли в воду. В-третьих, русло реки оставалось сухим ровно до того момента, пока израильский народ, а затем и священники, вышли на противоположный берег. Если бы это случилось немного раньше, то священников и часть народа унесло бы бурным течением. Они бы просто погибли. Так много совпадений невозможно объяснить простой случайностью. Ой, ну ладно, убедила. Все равно не понимаю. Какое отношение эта история имеет к моей учебе? Самое, что ни на есть прямое. Израильский народ устал скитаться в пустыне и очень хотел изменить свою жизнь, прямо как ты. И что? А то, что встретившись с первыми сложностями, можно было бы остаться на берегу реки, сесть и долго ждать. Но они проявили свою веру и сделали шаг в неизвестное. Отважились войти в воду. Только тогда Бог сделал для них это чудо. Мне что, тоже надо поехать на Иордан? Нет, не обязательно. А вот шаг в неизвестное иногда сделать просто необходимо. Ты имеешь в виду, что мне нужно было написать ту контрольную работу, даже если я не уверен, что у меня получится? Да, даже если ты не уверен, что ты сможешь сдать контрольную работу, нужно все равно приложить все свои силы и написать тест. Ведь ты занимался и прилагал гораздо больше стараний, чем в прошлые четверти. А еще без веры молитва не работает. Нужно верить в то, что Бог может дать тебе мудрость и понимание предмета. Как ты думаешь, Эля, даст мне учитель написать эту контрольную работу повторно? Я думаю, ты права. Мне стоит хотя бы попробовать. Друг, желаю тебе быть смелым, прилагать все свои усилия и не бояться делать шаг в неизвестное.